Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт пирога, который называется каракуль. Все когда-то пробовали этот пирог, а сегодня мы его испечем. Этот пирог вам прекрасно заменит даже торт, потому что он получается высокий, красивый и очень вкусный. Он подойдет на любой праздник и даже просто на воскресное чаепитие. Попробуйте сегодня его приготовить вместе со мной. Как я вам уже сказала, рецепт совсем несложный. Получится у всех, и все продукты идут туда очень-очень доступные. Все это у нас есть в холодильнике. Ну что, мои дорогие, начнем печь, попробуем, и у нас у всех все получится. Сегодня начинаем с яиц. Нам нужно будет отделить белки от желтков, и нам понадобится 4 яйца. Аккуратненько отделяем белки от желтков. В белки не должна попасть ни капелька от желтков, чтобы белки у нас хорошо взбились. Как только отделим, белки можно будет, конечно, положить в холодильник. Холодные белки взбиваются легче. Ну и теплые они прекрасно взобьются у вас. Это уже на ваше желание, как хотите. Отделяем аккуратненько. Желтки нам понадобятся в тесто, а белки нам понадобятся для начиночки. Отправляем в посуду 4 желтка. 150 грамм сахара. Пол чайной ложечки соли. И ванилин или ванильный сахар. У меня капсула, можете положить 1 пакетик ванильного сахара. Все это нужно перемешать хорошенько. Миксер нам не понадобится для теста. Желтки перетираем с сахаром, вот до такого состояния, буквально секундочку. И вливаем растопленное сливочное масло, или маргарин, конечно, 200 грамм. Нужно его растопить и охладить. Хорошенько все перемешиваем. Сейчас нам понадобится цедра от 1 лимона. Аккуратненько снимаем желтую часть цедры до белой корочки и перемешиваем хорошенько. Чайная ложечка соды. Гасим соду уксуса, приблизительно 1 столовая ложка. Уксус можете взять любой, 6%, 9%, но не эссенцию, не уксусную эссенцию. Можно даже лимоном погасить. Перемешиваем. И начинаю добавлять муку. Муку я буду добавлять в 2 этапа. Здесь у меня 400 грамм муки уже просеянной. Смотрите, мои дорогие, муку добавляйте постепенно. У всех разная мука. И поэтому я вам именно показываю, какой консистенции должно быть тесто. Если вдруг вы случайно положили всю муку сразу, и у вас тесто получилось по консистенции круче, чем у меня, и вам его тяжело собрать, то добавьте 1-2 столовые ложечки холодной воды. Это песочное тесто, оно не боится ничего, и оно прекрасно собирается. Сейчас я уже рукой собираю тесто. Видите, все очень быстро делается. На столе, конечно, будет легче сейчас собрать все тесто в комочек в один. Делаем вот такую толстую колбаску, и приблизительно на глаз нам нужно будет отделить 1/3 от всего теста. И вот этот 1 кусочек нам нужно будет положить в морозилку. А остальные 2 части соединяем. Это у нас пойдет на донышко. Маленький кусочек укладываем сразу же в полиэтиленовый пакет и отправляем в морозилку. Я немножко приплюсываю, потому что так будет легче его заморозить, быстрее, вернее, заморозится. Форма у меня 26 сантиметров в диаметре. Сегодня я ее не застелила бумагой, а сразу вот так по донышку распределяю все тесто. Можно, конечно, раскатать скалочкой все это, но рукой намного удобнее и быстрее получается. Поднимаем бортики приблизительно 2 пальца высотой. Вот так мы все тесто распределили, чтобы оно приблизительно везде было одинаковое. И сейчас здесь у меня 350 грамм джема. Джем берите, мои дорогие, с кислинкой. Или абрикосовый, или смородиной. Но что он немножко кисленьким. Так получается намного вкуснее. И джем, конечно, берите хорошего качества. И густой. Чтобы он у вас не потек при выпечке.
Распределяю равномерно. И сейчас положу противень вместе с джемом в холодильник. Здесь у нас 4 белка, щепоточка соли. И начинаю взбивать. Вначале взбиваю на очень низких оборотах, на очень маленькой скорости. И добавляю постепенно 150 грамм сахара. Сахар, конечно, если можете найти, то берите мелкий сахар для безе. Ну, можно и крупный, если, конечно, у вас нет мелкого сахара. Постепенно увеличиваем скорость. И как только весь сахар уже ввели в белки, увеличиваем скорость на предел, на 4 или на 5 скорости продолжаем взбивать. Взбиваем белки вот до такой консистенции, до плотной. И укладываем белки сверху на тесто. Духовку включаем разогреваться на 180 градусов, как только начали взбивать белки. Белки я взбивала обыкновенным миксером, не планетарным, и у меня это заняло приблизительно 6-7 минут. За это время у вас духовочка прекрасно разогреется. Выпекать будем пирог при температуре 180 градусов на режиме вверх-вниз, без конвекции. Сейчас вытаскиваем из морозилки кусочек, который мы положили заранее. И нужно будет его натереть на терочке. На крупной терке. Знаете, мои дорогие, я помню, мама у меня отщипывала мелкие-мелкие кусочки. Этот пирог, этот рецепт у меня очень-очень давно. Его еще даже бабушка наша пекла. Распределяем всю эту крошку. Аккуратненько закрываем все безе. И, как я вам сказала, можно прекрасно все отщипнуть мелкими-мелкими кусочками. Все тесто. Ну, на терке быстрее получается. И отправляем выпекаться. Пирог у меня выпекался сегодня ровно 40 минут. Он выпекается от 35 до 40 минут. Как только он становится вот такой золотистый, вытаскивайте из духовки и оставляйте на столе, чтобы он остыл. Он у меня еще немножко тепленький, но я его все равно порежу и покажу, какой он внутри. Ну, конечно, если пирог остывает и безе стабилизируется, режется намного легче и получается намного красивее срез. Посыпаем сахарной пудрой. Этот пирог, чем дольше будет у вас стоять, тем он вкуснее становится, мои дорогие. Вот такой пирог получился. Бесподобное безе, белковое суфле, джем и нежное рассыпчатое тесто. Попробуйте его испечь, мне кажется, он понравится всем. Этот пирог прекрасно подойдет на любой праздник, подойдет на воскресное чаепитие и вообще просто к вечеру, к вечернему чаю, так сказать. Испеките, попробуйте, напишите мне в комментариях, понравился вам рецепт или нет. Все у вас получается, мне кажется, если вы, конечно, следуете все по рецептам, по моим от начала до конца. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Всех я люблю. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, если, конечно, вам нравятся мои рецепты, и нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись. Будем дружить. Пока-пока. До новых встреч на моей кухне.